Здравствуйте, дорогие товарищи! Поздравляю вас с Новым годом! Зовут меня Артемий Киевич Троицкий, и это 30-я серия видеоэпопеи «Популярная советология». В общем-то, как нетрудно догадаться, в том числе и по моему прикиду, посвящена она будет празднованию Нового года в Советском Союзе. Ну, надо сказать, что у меня будет отдельная еще тема, где-нибудь там через энное количество выпусков, посвященная советским праздникам и тому, как они происходили. Я насчитал, надо сказать, довольно много, по-моему, 6 разновидностей этих самых праздников. Ну и самое почетное из этих разновидностей – это то, что я назвал народными праздниками. Праздники, которые на самом деле люди любят, отмечают и без всякого напряга, без всяких понуканий со стороны государства, без всякой идеологической повестки и так далее. Таких праздников, в общем-то, я насчитал всего 2, а именно Новый год и День Победы. 9 мая. Новый год, соответственно, 31 декабря, 1 января. При этом я бы сказал, что Новый год, конечно, более, как бы сказать, универсальный праздник, чем 9 мая, потому что ему все возрасты покорны, а не только преимущественно старшее поколение, как это происходит с Днем Победы. Ну и опять же, Новый год – это такой просто чистый такой оттяг по-советски, без какого бы то ни было государственного вмешательства, что само по себе, в общем-то, в СССР было довольно редким случаем, поскольку государство, как правило, просовывало свой нос во все щели и старалось угодить повсюду. Ну, как это, собственно говоря, и полагается в тоталитарном государстве. Новый год шел сам по себе, и надо сказать, что был он на самом деле любим народом и весел. Значит, я бы сказал, что было 3 основных компонента в советском праздновании Нового года. Компонент номер 1 – это застолье, компонент номер 2 – это телевизор, компонент номер 3 – это подарки. Вот сейчас мы с вами быстренько пробежимся по всем этим 3 пунктам. Итак, застолье. В общем-то, от сегодняшнего застолья тогдашнее застолье отличалось не слишком сильно. То есть стол был очень обильным, но другое дело, что гораздо менее разнообразным, чем сейчас, потому что тогда продукты были в дефиците. Сейчас этот дефицит, если и есть, там с яйцами, скажем, ощущается гораздо слабее, масса там всякого импорта вкусного и так далее. Значит, главные герои советского новогоднего застолья – это советское шампанское. Знаете, конечно, что это такое. Стоило, кстати, это шампанское дешево, где-то примерно 3,50, там 3 с чем-то, может быть 4 с небольшим. В общем, примерно бутылка шампанского была более или менее в одну стоимость с пол-литрой водки. Но я шампанское крайне редко покупал, поэтому если водка там 2,87, 4,12 и так далее я помню наизусть, то шампанское нет. Помню плохо. Значит, помимо водки, второй главный герой – это, естественно, салат оливье. Знаете вы, что это такое? За границей, кстати, иногда называется русский салат, хотя у нас название почему-то французское. Ну и, естественно, в конце там всякие торты, пирожные. Торты, кстати, очень часто были самодельными, потому что
купить торт в магазине, особенно вот прямо накануне этого самого новогоднего застолья, скажем, 31 числа, было очень сложно. Там уже все к этому времени с прилавков обычно было сметено. Вот, поэтому хозяйки делали такие вот свои домашние торты, и очень часто, очень даже вкусные. Ну, помимо этого, естественно, было там все остальное, всякие колбасы, котлеты, жареная вареная картошка и так далее. Но это уже был такой стандартный набор, который в праздники и в будни отличался не слишком сильно. Пункт номер 2 – телевизор. Ну, это, в общем-то, штука тоже неплохо известная. Думаю, что сейчас, конечно, телевизор в Новый год не имеет такого значения, какое он имел тогда. То есть тут нужно вообще в принципе сказать, что Новый год в СССР был преимущественно домашним праздником. То есть я чуть позже расскажу обо всех основных отличиях Нового года тогда и Нового года теперь. Но вот одно из них заключается в том, что почти все отмечали Новый год не где-нибудь, а отмечали его дома. И как бы в фокусе этого домашнего праздника был телевизор. Почему телевизор? Потому что телевизионщики советские очень старались угодить советскому народу аккурат в Новый год. То есть начинали готовиться они, снимали все эти телепрограммы, это я просто не понаслышке знаю, поскольку знаком с артистами, начинали их снимать еще где-то в октябре-ноябре, и продолжалось это все очень долго. Значит, телевизионная программа была стандартной. До Нового года, то есть 31 декабря, шли всякие фильмы, театральные спектакли и так далее, преимущественно на новогоднюю тему. Разумеется, никогда не обходилось без двух главных культовых новогодних блюд, а именно «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова и того же Эльдара Рязанова фильма «Карнавальная ночь». Ну, плюс к этому были еще там некоторые такие стандартные новогодние фильмы. А также какие-то мини-сериалы, то есть, которые шли там полдня и так далее. Значит, потом было новогоднее обращение, на которое, на самом деле, народ особого внимания не обращал. Обращение это произносилось по-разному и разными людьми. То есть, по идее, можно было бы ожидать, что в брежневское время будет выступать Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Но у Брежнева был один недостаток. Он не умел одновременно читать по бумажке и время от времени, значит, поднимать голову и смотреть в глаза народу. Вот. Поэтому, в общем-то, все попытки Брежнева как-то порадовать советский народ новогодними обращениями, они народом воспринимались со смехом, а порою и издевкой. Поэтому решено было Леонида Ильича Брежнева от новогоднего поздравления отмести. Пробовали поздравлять советский народ с Новым годом председатель Верховного Совета Подгорный, премьер-министр Косыгин. Тоже как-то у них это дело не заладилось, поэтому с 1976 года советский народ поздравлял главный телевизионный диктор по имени Игорь Кириллов. Он зачитывал как бы от имени всей нашей власти вот эти самые новогодние поздравления. Это были очень скучные тексты, абсолютно казенные. Говорилось в них исключительно о каких-то победах и свершениях в истекшем году, а также о том, каким будет прекрасным, еще более лучшим, каким будет, значит, следующий год. После этого, естественно, били куранты на Спасской башне, и это, наверное, был главный момент, вот, чтобы люди все вовремя начинали чокаться, загадывать желания, ну, в общем, вот все эти
новогодние пассы производить. Ну и как только заканчивался бой курантов, тут же начинался новогодний огонек. Новогодний огонек – это, опять же, ну, можно сказать, целый такой медийный институт был в Советском Союзе. Была самая популярная, самая рейтинговая программа. Все артисты об этом знали, поэтому все свои главные хиты они приберегали для новогоднего огонька. Ну вот какой советский там супершлягер не вспомнишь, вот почти все они впервые прозвучали именно тогда. Ну, скажем, у Пугачева и «Маэстро» прозвучало в новогоднем огоньке 81 года, то есть с 80 на 81. «Миллион алых роз» с 82 на 83, ну и так далее. И потом вот те песни, которые звучали в новогоднем огоньке, они потом еще долго, ну, по крайней мере, полгода полоскались, значит, по всем советским эфирам. Новогодний огонек, но там помимо артистов, этих самых песенок популярных и так далее, там были обязательно космонавты, передовики производства, какие-то актеры, комики и так далее с своими номерами. Ну, в общем, абсолютно стандартный набор. В принципе, честно говоря, смотреть там было практически нечего. В общем, изредка случались какие-то запоминающиеся моменты, типа Алла Пугачева под куполом цирка исполняет «Миллион алых роз». Это, конечно, было эпохально, но в общем и целом ничего особенного. Там стандартный набор: София Ротару, Лев Лещенко, кто там, Кобзон. Ну, в общем, вы понимаете. Продолжался новогодний огонек где-то часа 2 примерно, и после этого, значит, был десерт, сладкое, запретный сладкий плод под названием «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Ну и там обычно начиналось тоже так потихоньку, с артистов из братских стран, типа Чехословакия, Польша, Венгрия, ГДР, но потом все усугублялось. Там уже появлялись всякие актуальные западные попсовые артисты, естественно, в первую очередь Абба, Бонни Эм, какие-то французы, естественно, куча всякой итальянской шушеры, вот, ну и даже доходило до какого-то англосаксонского трэша, такого типа группы Смоки. В общем-то, люди смотрели «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», это было святое. Ну, продолжалось все уже и днем, вечером 1 января, но там уже как бы программка была такая менее ударная, опять же, какие-то фильмы, телеспектакли и так далее, вот, но народ опохмелялся. Это что касается телевизора. Да, я, кстати, забыл одну интересную вещь, что когда началась перестройка, то вот Горбачев уже с 85-го, нет, ну 85-й это, естественно, еще Черненко был жив, значит, с 86-го года поздравлял Михаил Сергеевич Горбачев. То есть именно он начал традицию, когда глава государства обязательно поздравляет. Вот потом эту традицию, естественно, перенял Ельцин, а следом за ним и Путин. Значит, интересная была история в 1988 году, когда, сейчас в это поверить просто невозможно, параллельно поздравляли Горбачев американский народ и Рональд Рейган советский народ. Да, такое было возможно. На самом деле это не байка, это быль. Ну, поехали дальше. Значит, третий пункт у нас подарки. Ну, с подарками все было довольно скромно. Подарки иногда клали под елку, иногда просто дарили за столом. Вот. Подарки на Новый год были, как правило, такие более или менее практичные, симпатичные. Скажем, дарили книги, дарили пластинки. Ну, я думаю, не всякие контрабандные, импортные стоимостью 50, 60, 70 рублей. Ну, пластинки поскромнее, но
как бы хорошее. Вот, дарили косметику, дарили парфюм, в общем-то, вот примерно такие вещи. А на следующий день, уже 1 января, было принято ходить в гости. Уже не дома это все отмечали, а шли к друзьям и так далее. Ну и тогда, конечно, главным подарком были бутылки, были эти самые торты, какие-то вкусные закуски и так далее. Вот такие были подарочки. В общем, в принципе, ничего особенного. Вот. Что еще можем тут сказать? Да, во-первых, в чем были отличия? Отличия от сегодняшних новогодних праздников. Главное отличие, я думаю, заключалось в том, что 31 декабря это был рабочий день. То есть люди, конечно, так особо на работе не задерживались, но тем не менее это был рабочий день. Не рабочий день был только один, а именно 1 января. В этой связи люди крайне редко куда-то уезжали. То есть Новый год встречали чаще всего, ну, я не знаю, в 80-90% случаев встречали Новый год дома. Дома, в крайнем случае, у ближайших родственников, скажем, или ближайших друзей. Иногда встречали в ресторанах, причем для Нового года подходили только большие рестораны. В Москве таких было довольно много, как было в других городах, не знаю. В ресторанах тоже встречали, но, опять же, это уже было такое привилегированное меньшинство, поскольку это было намного дороже, чем встречать Новый год дома. Встречали ли Новый год в домах культуры, вот так, как это показано в фильме «Карнавальная ночь»? Честно скажу, не знаю. Я лично не пробовал и такого не наблюдал. Но очень может быть, что в домах культуры тоже там что-то такое происходило. Где точно происходило, но это опять же удел сугубого меньшинства, это в домах отдыха, каких-то там подмосковных, подленинградных там и так далее. Чего практически не было, не практиковалось, так это отъезд, как это сейчас значит, практикуется сплошь и рядом, отъезд на Новый год куда-то там за границу или там даже, если не за границу, там в какую-нибудь турпоездку на юга и так далее. Это было абсолютно не принято. И в связи с тем, что не было вот этих теперешних безразмерных новогодних каникул, которые длятся, я уже даже не помню, сколько они сейчас длятся, то ли неделю, то ли даже 10 дней, вот этого не было. Люди работали, вот, поэтому, в общем-то, все сидели более или менее по домам, по месту жительства. Чего еще не было, точнее было, но в очень небольших масштабах. Это вот эти нынешние привычки справлять Новый год на улице или в Москве на Красной площади. В то время я вообще ни разу на Красную площадь в Новый год не заходил. Да, кстати, забыл, еще дача, конечно. Когда я говорю дома, то подразумевается и квартира, и дача. То есть на дачах это было в порядке вещей тоже в новогоднюю ночь, и телевизор, и шампанское, и все прочее. Значит, я один-единственный раз встречал Новый год на Красной площади. Это было уже где-то в начале нулевых годов. И явился я туда не из любопытства, отчасти из любопытства, поскольку никогда этого ранее не делал, а просто меня попросило английское телевидение, Channel 4, чтобы я сделал репортаж, значит, с Красной площади «Русский Новый год». Я там был, пришел в полный ужас. Во-первых, я так понял, что москвичей на Красной площади и вообще на улицах города практически не бывает. Не знаю, как сейчас, но тогда точно. Это были сплошные мигранты, сплошные туристы. Во-вторых, дикое жлобство, разгул и так далее. Самый там был, конечно, криминальный номер. Это то, что люди выпивали из горла, разумеется,
стеклянные бутылки из-под шампанского, из-под водки и так далее, после чего многие из них весело бросали эти бутылки в воздух. Вот. При мне, к счастью, никому эта бутылка по башке не задела, но, в общем, это было более чем вероятно. В общем, полное жлобство, скотство, вот, и разгул какого-то быдлования такого. Вот. Я дал себе обет после этого никогда ни за какие там ни английские, ни американские ковришки больше в новогоднюю ночь на Красной площади не появляться. Ну и не появлялся, соответственно. Значит, что еще? Сейчас очень много используются пиротехники. Вот всякие эти какие-то петарды, какие-то фейерверки, салюты, взрывы и так далее. Тогда ничего такого не было. Единственным, значит, таким вот горящим предметом были бенгальские огни. Но это было абсолютно безобидно. Ну, я считаю, что это было большое преимущество тогдашнего Нового года над нынешним, что я вот все эти пиротехнические увеселения терпеть не могу. Так, ну что еще сказать? В общем-то, больше сказать-то почти что нечего. Забыл я только упомянуть, еще, конечно, были детские новогодние елки. Главная из них была кремлевская, так называемая. Но эти елки, они были не только в новогоднюю ночь, они были за неделю или да, больше до Нового года, и потом еще несколько дней после Нового года. В общем, короче говоря, все-таки, как мне кажется, огромное большинство детей новогоднюю ночь справляло дома с родителями, дедушками и бабушками. Ну и под конец, в качестве такого довеска аппендикса, еще был такой Старый Новый год. Старый Новый год, ну это по юлианскому календарю, по старому стилю и так далее. Старый Новый год отмечался в ночь с 13 на 14 января, ну и это был как бы финальный аккорд вот всего вот этого пьяного, похмельного праздника. Я, в общем-то, как-то так особо к Старому Новому году никогда расположен не был. Да и вообще, мне кажется, что в 60-е и, по крайней мере, первую половину 70-х годов Старый Новый год как-то так особенно не отмечали. Ну, а потом, по-видимому, благосостояние советского народа выросло. Вот, поэтому денег на шампанское и водку стало хватать и на Старый Новый год тоже. Вот, собственно, и все. На этом я с вами прощаюсь с популярной советологией в 2023 году. И хочу сказать такую штуку, что с 1 января 2024 года у нас слегка изменится расписание. Мне будет жить чуть свободнее и вольготнее, потому что я буду представлять не 3 серии популярной советологии в неделю, а всего-навсего 2 по понедельникам и по средам. А на пятницу, скорее всего, перекочует мой стрим, мой живой уголок. Так что вот имейте в виду, пожалуйста, это новое расписание. Ну что ж, это все. Вас всех еще раз с наступающим. Ну и, разумеется, главное пожелание в новом году – это пожелание мира, справедливого мира. Это главное, чтобы люди не гибли, чтобы бомбы, ракеты не падали, вот, чтобы всякие сволочи в своих, значит, бункерах всей этой гадостью подавились. Вот. А мы жили мирно и счастливо. Ну и здоровье, разумеется, тоже. Пока счастливо. Это был Артемий Троицкий, популярная советология. С Новым годом, друзья!